Если вы вдруг обнаружили, что начали полнеть, сидя в самоизоляции, то есть на карантине, и хотите похудеть, это видео для вас. Люди едят по многим причинам. Первое, они едят во время стресса. Это первая из возможных причин. Очень многие люди начинают есть, когда испытывают стресс. Ведь еда приносит им удовольствие и снижает стресс, пусть и ненадолго. И затем они вдруг испытывают стресс уже из-за переедания или того, что набирают вес. Следующее. Едите ли вы от усталости? Многие люди едят, чтобы пополнить запас энергии, потому что устали. Это важный пункт. Люди могут есть и от скуки. И во время изоляции или на карантине, разумеется, вам будет скучно. И у вас может появиться желание поесть, особенно по вечерам. А еще иногда люди едят, когда счастливы. Многие используют еду в качестве вознаграждения. И также кто-то ест из-за депрессии. Люди едят во время депрессии в попытке поднять себе настроение с помощью еды. И, наконец, люди едят, когда голодны. Напишите, какой из этих пунктов подходит именно вам. Правильный ответ — вот этот — голод. Есть нужно, когда вы голодны. Для кого-то это будет открытием, ведь многие едят, когда даже не голодны. Они едят, даже когда уже наелись, просто продолжают есть. По-хорошему, правило должно быть таким: ешь, когда голоден, и прекращай есть, когда сыт. Одна из самых действенных вещей, которые можно делать дома в самоизоляции, — это голодание. Почему? Потому что голодание очень существенно укрепляет ваш иммунитет. На самом деле, голодание способно стимулировать стволовые клетки, то есть создавать для вас новый иммунитет. И если вам нужна дополнительная защита, разумным решением будет больше голодать. Следующий вопрос — куда девать свободное время? Нужно просто занять себя чем-то полезным. Голодание также повышает вам настроение. Также оно улучшает когнитивную функцию. И вот еще парочка моментов, которые стоит отметить. Не покупайте вредную еду и фастфуд, потому что если она будет в доме, вы можете начать ее есть. Следующее. Попробуйте приобщить всю семью к здоровому питанию и отказу от вредной еды. Просто объясните, что это необходимо для здоровья. Ведь сейчас наиболее уязвимы для вируса те люди, у которых уже есть какие-то проблемы со здоровьем, ожирение, диабет. Так зачем еще усугублять этот риск? Нужно поступать наоборот. Нужно войти в режим, в котором вы накапливаете здоровье с каждым днем, и привлечь к этому вашу семью. Меньше всего вам нужно, чтобы заболел кто-то из родных. Это будет очень печально. Ведь одно дело просто сидеть в изоляции, и другое дело сидеть в изоляции и болеть. Я настоятельно советую ходить на длительные прогулки, если вам разрешено выходить на улицу. Как поступаю я сам? Я каждый день гуляю в течение часа. Это потрясающе снимает стресс и дает много кислорода, и очень полезно для надпочечников. Оставайтесь продуктивными. Это крайне важно. Ведь чем больше вы предаетесь праздности, тем выше вероятность, что вы начнете есть. Проблема в том, что когда вы начинаете перекусывать, через пару часов после перекуса снова возникает чувство голода. То есть перекусы ведут к новым перекусам. А перекус неправильной едой вызовет тягу к сахару на завтра или позже в тот же день. Яблочный уксус очень важно добавлять в воду, чтобы уменьшить голод и придать вам энергии. Вот 3 ключевых нутриента для поддержки иммунитета: витамин D, цинк и витамин С. Витамин В1 из пищевых дрожжей очень важен для удержания стресса на низком уровне. Если вы еще не слышали, как я об этом говорил, пищевые дрожжи — это совершенное чудо. Приняв пищевых дрожжей, например, в виде таблеток, вы увидите, что в считанные минуты стресс как рукой снимет. Следующее — калий. Употребление продуктов с калием. Большие количества листовой зелени, огромных салатов. Калий поможет снизить стресс. Калий повысит ваш уровень энергии. И так уж совпало, что овощи, содержащие калий, также содержат и магний. Оба элемента важны как для энергии, так и для чувства насыщения.
Мы уже упоминали, что перекусы — это и есть злодеи-вредители. Перекусывать, перехватывать что-то в течение дня. Чтобы избежать перекусов, нужно, чтобы в вашем рационе присутствовало достаточное количество жира. Оливки, авокадо, масло МСТ, орехи. Я люблю пекан. В пище должен присутствовать жир, чтобы вы оставались сытыми и могли дольше продержаться без еды. Хорошо, а теперь напишите мне, какая из этих причин чаще всего заставляет вас сорваться с диеты и перекусить. Спасибо за просмотр.